Конунги Древней Руси. Неизвестные правители славян. Из школьного курса мы знаем, что первым правителем Руси был Рюрик, затем Олег, Игорь и далее по списку. Более образованные припомнят еще Гостомысла или Рогволда, Аскольда и Дира, но все это меркнет перед данными от скандинавов. В их сагах Гордарикой, так называли они Русь, правят конунги задолго до Рюрика и участвуют в ключевых событиях того времени. Сага о Хервер – исландское сказание приблизительно XIII века, которое было записано на гораздо более древнем материале. Сага сохранилась в Исландии из-за более мягкого принятия христианства там, в то время как в остальной Скандинавии и ее аналоги были утрачены. Сага о Хервер повествует о временах проживания германского племени готов в нынешней Руси, их войне с гуннами и последующих временах. Первая часть саги говорит о том, как дева-воительница Хервер получает чудесный меч, выкованный гномами, который предназначался для конунга Гордарики. Гордарика – страна городов, скандинавское название Руси, которая изобиловала поселками и городками в дельтах рек. Конунга Руси зовут Сигрлами. Он прямой потомок Одина, обладатель волшебного меча Тюрфинга. По данным саги, время его жизни примерно IV век нашей эры, времена набега гуннов. Во второй части саги описывается грандиозная битва гуннов и готов где-то в Приднепровье, в стране Оюм, где также находилась столица готов Археймар и священный лес Мирквуд. Готы побеждают гуннов. А в контексте событий упоминается еще несколько конунгов Гордарики. Хролаук, Хандван, правитель города-крепости Дуна, взять который враги смогли лишь прикрепив горящие куски материи к лапкам голубей, копия сюжета о княгине Ольге и древлянах. Далее число конунгов и князей Гордарики растет как на дрожжах. Перечислим некоторых. Фроди, сын Хандвана, побеждает восставших вождей русов-рутенов Веспасия и Тренна, забрав власть над городом Полоцк и отбив у врага город Дуна, захваченный ранее. Бой князь Рутенов и сын Одина. По легенде, Один обманом овладел дочерью короля Рутенов, а когда плод этой связи подрос, он отправил его в Данию отомстить за убийство другого своего сына, Бальдра. Бой убил врагов, но и сам погиб от ран. На родине его захоронили в огромном кургане, чтобы память о нем жила столетиями. Гертнит, конунг Руселанда, потерпел поражение от конунга шведов и обязался платить дань, но вскоре собрал большое войско и, разбив шведов, сам включил их в свою страну. Но вскоре его страна стала объектом агрессии гуннов. Сообщается, что его сын Ирон правил Смоленском, куда был назначен на престол самим правителем гуннов Атилой. Вальдемар, Владимир, сын Гертнита, правитель Рутении и Польши из города Хольмгард. Атила, царь гуннов, сватается к его сестре. Получив отказ, он вторгается в страну и забирает все силой. Тогда Вальдемар идет в поход в землю гуннов и разоряет ее. Решающая битва проходит между Полоцком и Смоленском, где Атила побеждает, убивает Вальдемара, а его брата Ирона делает царем этих земель. Вероятно, князь Владимир Древний, известный только из Иоакаимовской летописи, может быть историческим аналогом Вальдемара. Алемар Велимир, князь Рутении, который вместе с гуннами напал на Данию и ее короля Фрода. Флот рутенов сражается с датским, терпит полный крах, и только сам Алемар и его брат Дага остаются в живых. Затем Алемар уже вместе с Фродо воюет против гуннов, и в грандиозной многодневной битве, где 3 реки были запружены от трупов, они одерживают верх. Кроме указанных, в сагах присутствуют и иные конунги Гордарики. Ульфхейдин – правитель Янтарной долины в Гордарике. Радбард – прадед Рагнара Лодброка. Ригнальд Высокий – правитель Киева, участник легендарной битвы при Бравале, где шведы и даны выясняли, чей будет регион. Там же он и погиб от руки датского берсерка. Ригвид – конунг Хальмгарда и Кёнингарда, Киева и Новгорода. Дий – князь Рутенов, которого сверг Рагнар Лодброк. Хвитцерк – сын Рагнара Лодброка, ставший конунгом Гордарики, был сожжен вместе с дружиной, когда оказался в плену у Дакса, сына князя Дия, а по другой версии у короля гуннов. Всего в скандинавских сагах фигурирует около полусотни правителей Гордарики, как скандинавского, так и местного происхождения.
Сама Гардарика находится между Гунналандом, Йетунхеймом и владениями саксов. То есть вполне узнаваемые контуры Руси между страной гуннов, саксов и неустановленных великанов. Однако в сагах идет смешение времен и сюжетов. Гунны фигурируют вплоть до X века. Некоторые имена и истории явно дублируют друг друга, что снижает историческую ценность материала. С другой стороны, в общей канве саги весьма правдивы, так как их изложение было священным из-за искажения деталей. Автора ждала суровая смерть. Поэтому весьма вероятно, что история Руси несколько древнее, чем времена Рюрика. Хотя и в таком случае она не свободна от нормандского влияния. Вероятно, с давних пор Русь была объектом интересов скандинавов и управлялась ими в той или иной степени. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.